Привет, друзья! Вам нравятся розыгрыши, которые не забываются и становятся легендами ваших вечеринок? Сегодня впервые поделюсь приколами, которые проверены мной на практике и не требуют вложений и какой-либо подготовки. Для розыгрышей такого плана я сделал целую серию креативных этикеток, на что потратил кучу времени. Вы же можете их скачать абсолютно бесплатно, пройдя по ссылке в описании. Все, что вам нужно будет сделать для того, чтобы кого-либо разыграть, это распечатать одну из этикеток в ближайшей студии печати, подобрать подходящую упаковку или тару и вложить немного актерского мастерства. Печатать лучше на самоклеящейся пленке, она чуть дороже, чем бумага, но зато легко наносится и не боится влаги. Ну а начнем с прикола для настоящих мужиков – рыбаков. Если вас не отпускают на природу и рыбалку с друзьями, говоря, что вы там будете бухать, возьмите с собой вместо водки омывайку «Не замерзай». Точнее, сделайте так, чтобы все думали, что это омывайка. Плюсы же очевидно. Во-первых, не бьющаяся тара. Во-вторых, цветная жидкость будет вне подозрений у тех, кто сомневается. Спиртное можно закрасить самым обычным пищевым красителем. В-третьих, назойливые соседи-рыбаки, желающие бухнуть на халяву, такое редко, но бывает, сразу поймут, что в вашей компании суровые мужики. Резко передумают и найдут 1000 причин отказаться от дегустации. Более того, начнут слагать о вас легенды. Неплохо было бы перед тем, как кому-то это предложить, предупредить о побочных эффектах. Сказать, к примеру, что на утро не болит голова, но от красного антифриза краснеют глаза, а от синей омывайки синяя моча. Идем дальше. Синяя или красная водка – это, конечно, прикольно, но я предлагаю не останавливаться на одной шутке. Если они проглотили первую, запустите и вторую, окончательно добив тех, кто верит всяким небылицам. Предложите приготовить яичницу из яиц крокодила или страуса, которые были куплены и доставлены из азиатского плей-маркета. Яйца у меня домашние и впрямь как страусиные, с трудом закрывается лоток. Но это еще не все. Настоящие мужики жарят яичницу на масле, которое не подгорает. На выбор предлагаю этикетки универсального дизельного масла, либо лодочного для четырехтактных двигателей. На вас будут смотреть так, словно вы с другой планеты. Вы же с невозмутимым видом будете продолжать готовить так, словно вы и ваши предки из поколения в поколение готовили на этом масле. Еще можно сделать пару баночек мясных консерв. К примеру, тушенку из крокодила. А для всеядных, в каждой компании такие есть, припасти баночку тушенки из обыкновенной крысы. Этикетку опять-таки лучше показать после того, как проведут дегустацию. Аншлаг гарантирован. Самая безобидная будет шутка с баночкой карликового тунца в томатном соусе. Нечто подобное можно провернуть и с домашними закатками. Мы все любим домашние грибочки, но я бы с опаской пробовал грибы, которые закатал зять любимой тещи. И наоборот, тем более с такой многообещающей этикеткой. Не менее любопытной была бы реакция сотрудников на корпоративе и одноклассников на встрече выпускников. Если бы каким-то чудом на столе появилась одна из этих баночек, то теория о том, что с годами вспоминается только хорошее, а плохое забывается, дала бы трещину. В общем, тема розыгрышей с использованием прикольных наклеек ограничена только вашей фантазией. Я сделал 18 наклеек на тему напитков и продуктов питания, но их могло бы быть больше. Пишите в комментариях, какие наклейки вы хотели бы протестировать на своих близких, друзьях и знакомых. Наиболее интересные варианты продублирую в закрепленном комментарии. И как только это видео соберет 1000 лайков, сделаем еще одно видео с идеями наклеек из закрепленного комментария. К примеру, на 1 апреля зашла бы подборка наклеек по форме, напоминающая таблички для кабинетов. Учительская в школе могла бы стать, к примеру, инквизицией. Врачу-стоматологу можно расширить функции, сделав его слесарем-стоматологом,
Кабинет терапевта переименовать в кабинет гадалки и прорицательницы или целительницы и так далее. А еще пишите, кто и как хотел бы пошутить или уже пошутил с помощью наклеек и какой была реакция. На этом все, дорогие друзья, спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк или дизлайк и подписаться на мой канал.